Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 12 декабря 2025 года. А вы умеете говорить число по-русски? В этом видео я вам расскажу, как сказать число по-русски. Так что приготовьте тетрадь и ручку, потому что я думаю, что вам придется многое что записать. Меня зовут Мария, я преподаватель русского языка и культуры. Добро пожаловать на мой канал. Итак, чтобы сказать число по-русски, нам нужно уметь считать. Я надеюсь, что вы уже умеете считать по-русски. И если нет, то я оставлю здесь ссылку на мое другое видео, где вы сможете научиться считать до 1 000 000 по-русски. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои видео, приходите в мой телеграм-канал, а также приходите на курсы, которые я создаю для вас. Вы найдете ссылки в описании под видео. Итак, начнем с того, что повторим порядковые числительные, потому что они нам понадобятся. Итак, 1, первый, первая, первая. 2, второй, вторая, второе. 3, третий, третья, третье. 4, четвертый, четвертая, четвертое. 5, пятый, пятая, пятая. 6, шестой, шестая, шестое. 7, седьмой, седьмая, седьмое. 8, восьмой, восьмая, восьмое. 9, девятый, девятая, девятая. 10, десятый, десятое и десятое. Хорошо, нам с вами понадобятся порядковые числительные. А теперь давайте повторим части суток. Что значит сутки по-русски? Сутки – это 24 часа. Итак, какие же части суток существуют? Утро до 12 часов, полдень в 12 часов, день примерно до 6 часов, потом начинается вечер, потом ночь и полночь в 12 часов ночи. Теперь мы с вами зададим вопрос «когда?» и скажем утром, в полдень, днем, вечером, ночью и в полночь. А теперь посмотрите, у нас с вами две колонки. Слева у нас слова позавчера, вчера, сегодня, завтра и послезавтра. А в правой колонке слова утром, днем, вечером и ночью. Мы можем с вами соединять эти слова так, как нам это нужно. Например, позавчера утром или вчера днем, сегодня вечером, завтра ночью. А теперь давайте поговорим о временах года. Итак, какое сейчас время года? И мы ответим на этот вопрос. Сейчас весна, сейчас лето, осень или зима. Здесь мы используем
именительный падеж, el caso nominativo en esta contestación. Но сейчас у нас другой вопрос. Когда? И здесь мы должны ответить весной, летом, осенью, зимой. И здесь мы используем творительный падеж. Entonces, cuando contestamos a la pregunta «когда?», «cuándo?», tenemos que usar el caso instrumental. Весной, летом, осенью, зимой. Продолжаем с временами года. И здесь на вопрос «когда» мы можем ответить прошлой весной, этой весной, будущей весной или прошлым, этим, будущим летом. Прошлой, этой, будущей осенью. Прошлой, этой, будущей зимой. Хорошо, а сейчас давайте вспомним, как называются месяца по-русски. И я вам задам вопрос. Какой сейчас месяц? Когда мы будем отвечать на этот вопрос, мы будем использовать именительный падеж, el caso nominativo. Сейчас январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Отлично! А теперь мы изменили вопрос, и мы спрашиваем, в каком месяце? ¿En qué mes? Когда? ¿Cuándo? И здесь нам нужно использовать предлог «в», а потом предложный падеж. En este caso usamos la preposición «в» y el caso preposicional. Когда? В каком месяце? В январе, в феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне, в июле, в августе, в сентябре, в октябре, в ноябре и в декабре. Напишите мне в комментариях, ответьте на вопрос, в каком месяце у вас день рождения. У меня день рождения в октябре. Также на вопрос, в каком месяце, когда, мы можем ответить в этом месяце, в прошлом месяце, в будущем месяце и в следующем месяце. Отлично, а теперь давайте повторим дни недели. Какой сегодня день недели? Y aquí usamos el caso nominativo. Здесь мы употребляем именительный падеж. Сегодня понедельник, сегодня вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, какой сегодня день недели? Сегодня пятница. А какой был вчера день недели? И здесь, посмотрите, мы должны изменять глагол. Вчера был понедельник, вчера был вторник или четверг. Мужской род. Но вчера была среда, вчера была пятница или суббота. Женский род. И вчера было воскресенье. Средний род. Отлично. А теперь мы с вами меняем вопрос. В какой день недели? Или когда? И здесь нам нужно использовать предлог «в» и винительный падеж el caso acusativo con los días de la semana. Когда
в понедельник? Когда? Во вторник. В среду. В четверг. В пятницу. В субботу. В воскресенье. Также мы можем сказать в этот, в прошлый, в будущий, в следующий понедельник. Или в эту, в прошлую, в будущую, в следующую, в среду. Или в это, в прошлое, в будущее, в следующее воскресенье. Также мы можем сказать на этой, на прошлой, на будущей, на следующей неделе. Внимание, пожалуйста, с предлогом. Когда мы говорим слово «неделя», мы говорим «на неделе». Но когда это день недели, тогда мы говорим предлог в понедельник. Продолжаем, и у нас два слова «век» и «столетие». Столетие – это значит 100 лет. Un siglo. Когда мы говорим «в каком веке», мы используем предлог «в», а потом предложный падеж порядковых числительных. El caso preposicional de los números ordinales. Например, в XVI веке, в XVI столетии или в XX веке, в 20 столетии. В этом, в прошлом, в будущем, в следующем веке. В этом, в прошлом, в будущем, в следующем столетии. А теперь мы переходим к году и отвечаем на вопрос, какой сейчас год. Сейчас 2025 год. А какой был тогда год? Тогда шел 1894 год. Aquí usamos el caso nominativo. Именительный падеж. А теперь мы меняем вопрос и спрашиваем, в каком году? И здесь мы используем предлог «в», а потом предложный падеж. В 1996 году. Мы изменяем только последнее слово, слово «шесть». Остальные слова мы не склоняем, мы их не меняем. В 2003 году. Также мы можем сказать в этом, в прошлом, в будущем, в следующем году. А теперь ответьте мне на вопрос в комментариях, в каком году вы родились. Отлично. А теперь давайте усложним немножко. Усложним, сделаем немножко сложнее. Мы с вами будем соединять месяц и год. Итак, в июне этого года. Здесь месяц у нас стоит в предложном падеже, а год в родительном падеже. В январе прошлого года. В октябре будущего года. В сентябре 1996 года. Например, это видео вышло в декабре 2025 года. Отлично! Напишите мне ответ на еще один вопрос. В каком месяце и в каком году вы родились? Теперь мы с вами будем соединять день и месяц. Например, мы будем отвечать на вопрос, какое сегодня число. ¿Qué fecha es hoy?
какое вчера было число и какое завтра будет число. И здесь день мы ставим в именительный падеж, номинативо, а месяц в родительный падеж, ханитиво. Например, сегодня 1 января. Порядковое числительное мы ставим в среднем роде, потому что число, слово число – это средний род. Вчера было 2 февраля. Завтра будет 3 марта или 31 декабря. А теперь давайте ответим на вопрос «когда?», какого числа. И здесь день мы ставим в родительный падеж, хенетиво, и месяц тоже ставим в родительный падеж, хенетиво. Когда? 1 января, 2 февраля, 3 марта, 31 декабря. Например, вопрос: когда католическое Рождество? 25 декабря. Когда Новый год? 1 января. Когда у вас день рождения? Напишите в комментариях. И последнее, что нам осталось, это соединить день, месяц и год. И ответить на вопрос «когда?», какого числа. День мы ставим в родительный падеж, ханятиво, месяц тоже в родительный падеж, год тоже в родительный падеж. Итак, когда? Какого числа? 17 февраля 1996 года или 8 октября 1983 года. Когда вышло это видео на канале? 12 декабря 2025 года. Это видео теоретическое, и я вам объяснила, как мы говорим число на русском языке. Я думаю, что я запишу еще одно видео, которое мы с вами сделаем практическое, и в этом видео я опубликую задание. Мы с вами сделаем задание, упражнение, чтобы попрактиковаться. Так что подписывайтесь на канал, и скоро, может быть, на следующей неделе, я опубликую видео с заданиями, где мы с вами попрактикуем. А сейчас я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам было понятно. Если у вас есть вопросы, то пишите мне в комментариях, и я обязательно на них отвечу. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго. Пока-пока.